Представители знака зодиака Овен, Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее. К чему все идет? Ваше будущее с 21 по 31 декабря. Что будет меняться, может быть, в последнюю декаду декабря? Давайте с вами узнаем. Останемся реалистами, безусловно, поскольку любой расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь искренне, мы проведем с вами приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. И я должна сказать, этот период декабрьский, он весь как бы на протяжении всего месяца может быть связан в первую очередь с тем, что планета Нептун переходит из ретро-движения в прямое движение. Да, это уже произошло с 7 на 8, но этот планетарный транзит, он может ощущаться вплоть до конца месяца. Ну и не забываем, наверное, что Уран у нас находится в знаке зодиака Телец, и еще до конца января будет оставаться в ретро-движении. То есть какой-то у вас вопрос, у каждого из нас какая-то тема, которая мы словно не можем ее решить. Так вот, все то, что связано где-то с Нептуном, переход из ретро-движения в прямое движение, и Нептун у нас пока еще в знаке зодиака Рыбы, это мы на что-то должны решиться. Вы должны, может быть, не в плане, что мы кому-то должны, для себя в первую очередь с чем-то определиться. Себя, может быть, либо адаптировать к какой-то ситуации, или мы можем в течение даже где-то последней декады, вот последних 10 дней декабря получить какое-то известие. В принципе, сама по себе какая-то может неожиданность послужить как отправная точка нашего важного решения. Может быть, это и связано с внешними обстоятельствами, а у кого-то может быть связано с решением конкретного человека. И у нас первая колода Ленорман. Мы достаем 4 карты, позволим картам рассказать, какой тропой событий придется пройти. Первые 4 карты. Ближайшее будущее. Ваше, мои дорогие, ближайшее будущее буквально 10 дней. Третья карта. И достанем 4-ю карту. На колоде колесо года. Продолжим наш прогноз. И первая карта Таро – неожиданность. С чем это может быть связано? В чем ваша сила, в чем ваш успех? Что вам идет в руки, что вам помогает? И по основным сферам жизни посмотрим энергии, дела, работа, бизнес, документы, учеба, у кого что. Вторая карта – энергия, денег, финансы. И третья энергия – это личная жизнь. Достанем карту «Совет», которую раскроем в конце нашего расклада. И что будет дальше, может быть, нам карты подскажут с заходом уже на 2025 год. Итак, каковы же события для вас ближайшего будущего? Наверное, для всех, для каждого из нас вопросы дома. Но если мы говорим дом, это еще карта в колоде Ленорман, которая олицетворяет наше благополучие. Кто-то напрямую либо просто готовится к праздникам предстоящим, либо решает какие-то вопросы по части недвижимости, оформляет документы или делает ремонт, может быть, и хочет закончить уже где-то в этом году, чтобы не перешла какая-то история на будущий год. У кого-то это вопросы, связанные с вашими близкими. По этой карте могут проиграться не только партнеры, к примеру, по личной нашей жизни или супруги. Могут проиграться родственники, например, супруга или партнера, или, в принципе, какие-то далекие люди, но которые вхожи либо в вашу семью, может быть, встречи какие-то, может быть, далекие родственники, я имела в виду. И вы что-то будете планировать. Для кого-то из вас это может все-таки как переезд означать. И вы тоже готовитесь иметь новое жилье или переехать, обустроить свою жизнь как-то по-новому. Но именно место нашего пребывания, конечно, проходит по этой карте. И все то, что с ним самим связано, но и с нашим ближайшим окружением. Сама по себе карта надежности, покоя, порядка, уюта. Очень благополучная карта. Мы никуда не спешим по этой карте. Приятного общения. Вот смотрите, какие добрые энергии для вас, мои дорогие овны. Карта Букет нам говорит, что может сложиться такая ситуация, когда
как важные контакты или разговоры у вас могут состояться в эти 10 дней. Извините, но может у кого-то и 12, не случайно оговорилась, вполне вероятно. И вам будет важно какую-то ситуацию прояснить. Правда, договориться вы тут можете. Но карта о чем? Все же букет– это временное явление, будем говорить, потому что срезанные цветы, они склонны увядать. Поэтому и для вас какой-то вопрос в эти 10 дней решить будет наиболее предпочтительно. Может быть, люди будут более сговорчивы, может быть, энергетика такова, и правда планетарно тоже, когда вас хотят и видеть, и слышать, и в принципе люди настроены на контакты с вами. Поэтому диалоговая форма, она, безусловно, предпочтительнее, чем просто монолог. Мы никому ничего не доказываем. Для кого-то банально, мои дорогие, конечно, подарки, радость. И это свойственно этому периоду. Что же за третье событие? Планы будете строить на будущее. Может быть, уже есть сейчас какие-то планы, но выпала карта третьей, и значит, ваш дом и ваше ближайшее окружение, какие-то договоры, соглашения, контракты. У кого-то, может быть, и вопросы, связанные с работой, но как релокация офиса или когда новая работа, и вам нужно адаптировать свой быт и себя самого. Вот такие вещи тоже будут проходить. И вы будете думать о том, как мне это сделать более рационально. Хотя я не могу сказать по этой карте, откровенно говоря, мои дорогие овны, что это карта рационализма. Это больше карта наших идей. Она больше говорит о какой-то экзальтации или о том, что мы хотим осуществить, о целях, о намерениях, какая-то перезагрузка. Почему? Потому что в этой колоде Ленорман у нас две пары, мужчина и женщина. И по части вот именно этой карты, это когда мы строим планы на будущее. У кого-то это как ваши планы, если меня смотрят девочки. А если меня смотрят мужчины, то есть какая-то женщина в вашей жизни, которая для вас очень важна. И, скорее всего, вот эти планы будут касаться вашей именно пары. Или то, что вы намереваетесь, может быть, осуществить не просто в сольном варианте, а уже вместе с ней. Ну, добрая карта, понятно, мечты– это дело хорошее, но не говорит эта карта о быстрой реализации ваших планов. Ну, наверное, 10 дней не такой большой срок, поэтому мечтать будет очень правильно. Самое главное, не ограничивать себя в том, что мы, ну, где-то сейчас не можем осуществить. Помним, что мысль материальна, а воображение важнее знаний, так сказал Альберт Эйнштейн, не случайно сказал. И карта башни подтверждает, что правда могут быть и согласования в высоких инстанциях даже в эти 10 дней, или вы можете получить какой-то документ, может быть, даже важный. Для кого-то из вас эта карта будет говорить просто о том, что вы устали, вы хотите уединиться. Именно в этой колоде подразумевается, что мы хотим именно и не только отдохнуть, а так несколько отойти от дел, и чтобы не было каких-то внешних помех. Для кого-то из вас вопросы буквально сохранности жилища могут выступить тоже на первый план, когда вы, может быть, окружение свое словно причесываете, так продумываете, с кем вы хотите продолжать общение, с кем нет, может проиграться, кто вхож в ваш дом, а кто опять же нет, потому что в этой карте имеется в виду, что мы даже от наших врагов не просто закрываемся в своем доме, а мы им преграждаем путь. Все-таки башня имеется в виду как цитадель, оплот надежности. Но все то, что надежно, все то, что не временно, а постоянно, но может быть как ваши планы, которые уже идут в новом формате, или вы их пытаетесь адаптировать к реальности. Вообще спокойное время, мои дорогие овны. Давайте посмотрим, что нам расскажут карты Таро. Что же там в неожиданностях? Ну, по неожиданностям, по сути дела, это может быть как приезд какого-то человека, рыцарь Пентаклей по этой карте. Я должна сказать, со знаком плюс эта карта проигрывается как помощь какого-то человека. Или конкретно, если есть, и для тех из вас, кто меня сейчас смотрит, проблема, когда нужно закрыть, к примеру, кредит или совершить важный платеж. По этой карте
в нашем окружении обязательно есть человек, который придет к нам на помощь, либо субсидирует нас деньгами, либо просто, ну, осуществим мы закрытие каких-то финансовых вопросов, может быть, и безвозмездно. Безусловно, подарки сами по себе, но больше именно помощь материальная проходит по этой карте. Поэтому, если даже вы сейчас смотрите и, мои дорогие, в преддверии новогодних праздников есть какая-то финансовая брешь, которую вы даже не знаете, как решить. Поверьте, в вашем окружении есть человек, который вам поможет. Просто профильтруйте, опять же, окружение или продумайте, кто вам может прийти на помощь. По этой карте могут прийти даже те на помощь, о которых мы не подумали, допустим, в первый момент. Мы бы надеялись на кого-то другого. Но помощь как будто будет. Но имеется в виду, что мы сами должны попросить. И тогда нам откликаются. Поэтому, если правда для кого-то этот вопрос актуален, продумайте. Вы будете довольны, вы сможете решить какую-то, ну, может быть, даже глобальную тему, которая вам не дает покоя. Что-то согласовать вы тоже можете. По этой карте мы никуда не торопимся сами. Может быть, это те вопросы, которые, как финансовая ваша стратегия, тактика, вы будете планировать на далекий период времени. Опять же, не неожиданность. Хотя я в то же время допускаю, что новость с учетом астрологии, будем говорить, и тенденций именно астрологических мы можем узнать, ну, как то, что раньше не предполагали. И где-то это будет оказывать на нас влияние, мы вынуждены будем что-то перестраивать. Но тогда это словно марафонский забег лет на 10, на 20. Вообще все то, что происходит, мои дорогие овны, в последнюю декаду декабря с 21 по 31, оно как будто происходит не случайно. Любая неожиданность, пусть даже мелкая какая-то новость, она вас может организовывать или подвигнуть на какие-то важные свершения, которым вы будете уделять внимание долгий период времени. В чем же ваша сила, в чем ваш успех? И именно в этой колоде, посмотрите, спасают свое добро, по-другому никак не скажешь. Семерка мечей, да. Хоть и называют иногда эту карту картой вора, нигде это не прописано, и тем не менее, будем аккуратны к своим сумочкам, паролям, аккаунтам. Вы не должны совершить какую-то оплошность. Буквально спасаем сами себя. У кого-то так и проиграется переезд или какие-то вопросы по части жилища, места вашего пребывания, может быть и согласование, как по карте башня, с высокими чиновниками, каких-то инстанциях, может быть, какие-то договоры с людьми. Но вы знаете, у вас все получится. Да, осторожному быть придется. Уметь договариваться — это как альма-матер. Для вас будет очень это важно. Само по себе взаимодействие, причем именно вот в эти 10 дней может для вас принести очень хорошие плоды. Но и быть осмотрительному, то есть ваша сила именно в том, что вы где-то гибко относитесь к тем возможностям, которые приходят на ваш порог, или вы гибко с кем-то договариваетесь. Более так дипломатично. И, собственно, мы об этом тоже уже говорили. Давайте дела, работа, бизнес, учеба, победа, мои дорогие. Правда, победа? Может быть, вот эта самая радость или приятное событие будет связано с тем, что вы получите какой-то документ или увидите какую-либо возможность. Что-то прояснится по дому, по вашей семье. Что-то, знаете, как вот как какой-то пункт, какая-то точка, как вот мы говорим, расставить точки над «и». Вот эта малюсенькая точка над буквой «и» в латинице, она и будет означать вашу победу. По крайней мере, один какой-то вопрос-то точно прояснится. Но я надеюсь, больше, потому что это карта победителя. И чем бы вы ни занимались, в плодотворный период вы остаетесь довольны. Единственное, эта карта нам сразу говорит, не расслабишься. Придется сохранять. И придется, может быть, и где-то и быть таким, ну, отчасти манипулятором, потому что жизнь не оставляет ничего другого, когда выпадает семерка мечей. Мы всегда должны быть внимательны. Потому что есть две категории. Обстоятельства, в которых мы находимся, и люди, на которые мы не влияем. Мы не повлияем на людское мнение. Увы, мы не изменим обстоятельства, которые нас как раз скорее меняют. Но, значит, для вас, я бы сказала, ведь это у вас сильные позиции выпадают. Так вот, для вас как будто даже какая-то патовая ситуация может в себе хранить новую возможность. И вы выйдете победителем.
Что же финансы? По рыцарю жезлов будьте готовы быстро куда-то отправиться, буквально подпоясался, поехал, и не упустить какую-то возможность. Мы с вами это говорили по карте букет. Букет увядает, и для вас будет важно в эти 10 дней совершить важные договоренности, может быть, подписать важные контракты, соглашения, такое может быть. И с учетом предыдущих транзитов, кстати, ретро, и тех ретро, как Уран в Тельце, мы можем в 2024 году пересматривать брачные контракты именно в конце года, пересматривать контракты по работе, какие-то важные соглашения, подписывать важные или с приставкой пересматривать контракты, может быть, и ну, по вашему виду деятельности, занятости, дополнительному, может быть, доходу. Или в банке мы можем тоже что-то переоформлять. Но, опять же, время для вас играет важную роль. Буквально время, деньги, потому что рыцарь жезлов– это про скорость. И второй момент. Будь готов к неожиданностям. Вот это тоже проходит. И, кстати, рыцарь жезлов, он и готов к неожиданностям. Он за любой драйв. Главное, чтобы не было стоячего болота. И болота у вас по части денег нет. Но быть самому прозорливым и внимательным определенно стоит. Давайте посмотрим, что же там по личной жизни. Шикарно. Мир. Мир, покой, гармония в вашей душе, в вашем уютном семейном гнездышке. Для тех, кто один или одна, может быть, и какое-то путешествие, даже встреча с человеком, или это судьбоносное какое-то событие. Для всех вас, мои дорогие овны, правда, победа и 21-й последний старший аркан, какой-то итог вы подводите. И личная жизнь не обязательно про любовь, у кого-то это проиграется. Ваше личное дело, это может быть и ваше творчество, ваши честолюбивые планы, это признание ваших заслуг или ваша экспертность в каком-то вопросе. Но и даже если есть в вашей паре, мои дорогие, ну, какие-то недоговоренности или есть конфликт, или, ну, есть тема, которую было сложно проговорить. Вот здесь вы можете сделать, практически осуществить все. Потому что вот эта карта энергии сами по себе, вот этих 10 дней, посмотрите, они как раз больше нас настраивают на надежность, на доброту, на гармонию, на эмпатию, на диалоги. И в этом ваша сильная позиция. И значит, то, что вчера казалось невозможным, через вот этот диалог или через спокойное и непредвзятое отношение к миру. Тут ведь как весь мир у ваших ног. Вы сможете для себя решить, согласовать, обсудить. Ну, у каждого здесь какая-то своя задача, а у кого-то, правда, будет переезд очень далеко, все-таки мир. У кого-то может проиграться, когда вы по части ваших, допустим, новых достижений изучали что-либо, да? Такое может быть с учетом рыцаря Пентаклей, или вам могут даже предложить в конце года, допустим, пойти на курсы, изучать что-то новое. И вы знаете, я тогда могу сказать, карты вам говорят полный вперед, не отказывайся от чего-то. Вы от чего-то не должны отказаться, потому что для вас, по сути дела, это как окно в мир или какой-то прогресс. Давайте карту совет. Рыцарь мечей. Ну вот не будьте жесткие, холодны, как и к окружающим, так и не будьте суровы к самим себе, мои дорогие овны. Более добрые энергии должны преобладать. Единственное, в плане плюс всегда проигрывается эта карта, когда мы беспристрастно видим какую-то тему. И семерка жезлов вам выпадала, наверное, не случайно. Она говорит о том, что все же на нас могут люди воздействовать, или много будет людей, много будет общения в этот период, в эти 10 дней до конца года, оно и свойственно. Но здесь мы можем столкнуться с теми, кто нас пытается подстроить под свое благополучие. А карта нам говорит, спасай свое добро, буквально. Поэтому и для вас будет важны какие-то более ваши именно дела по части личной жизни, по части вашего хобби или какие-то ваши новые проекты. Но где-то не замечтаться все же, вот эта карта, как энергетика, экзальтация выпадает. Поэтому быть реалистом, не быть,
ну, просто мечтателем все же стоит, и тогда меньше каких-то будет разочарований. Давайте я достану а, еще одну дополнительную карту как совет, и будет вопрос так, а что будет дальше? Какие энергии переходят на 2025 год? Ну, я уже ничего не достаю. Доброй энергии. Все то, что я вам, наверное, рассказывала, все наше видео, мои дорогие овны. Вы должны быть просто счастливы. Десятка пентаклей– это как по максимуму. Мир, гармония в душе, порядок в вашей семье. Это теплый, уютный дом, ваше надежное место пребывания. Меня смотрят, опять же, люди из разных стран. Само по себе благополучие. Да, конечно, еще будут разные изменения, но и в 2025 году мы столкнемся еще с какими-то новостями, событиями, когда придется адаптировать вашу жизнь. Я бы сказала, личная жизнь у вас не должна остаться как вне поля вашего зрения или на вторых планах ваших. Для вас важно совместить и дом, и где-то деньги или заработки, ну откуда же приходят к нам деньги, и одновременно вашу личную историю любви. Именно тогда наступает гармония. Вот с такими энергиями вы, мои дорогие овны, входите в 2025 год. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Мне всегда интересны ваши комментарии, ваша история, насколько энергетика карт проигрывается в реальной вашей жизни.